Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, как же правильно выносить мусор, чтобы не навредить себе, чтобы не привлечь безденежье, нищету и проблемы. Потому что многие люди допускают очень роковые ошибки, которые приводят к этому всему. Друзья, далее все более подробно, а прямо еще ставим лайк этому видео, не стесняемся. С вас лайк, а с нас ценная информация. Как говорится, все честно. Вы знаете, у каждого человека по жизни накапливается мусор разного рода, и мы избавляемся от него разными способами, даже не задумываясь над тем, что, проделав это неправильно, вы тем самым можете потерять удачу и финансовое благополучие в своей дальнейшей жизни. Поэтому, выбрасывая накопившийся хлам, а также пищевые отходы, человек не подозревает того, что таким действием он может принести себе вред. Такой повседневный поступок является привычным делом для каждого человека. Но правильно ли мы поступаем в таком случае? И далее, друзья, мы более подробно поговорим о том, как это все-таки делать правильно, каких элементарных правил нужно придерживаться. Казалось бы, на первый взгляд, такое простое и обычное дело, а вред доставить может непоправимый. Поэтому, чтобы не допустить ошибок в своей будущей жизни, отнеситесь, пожалуйста, к этому серьезно и с пониманием. И все же, когда и как нужно выносить мусор из своего дома? Помните о том, что все жизненные народные приметы, они наработаны годами и прошли проверку временем. Многие достались нам от наших предков. Благодаря их наблюдательности мы теперь в современном мире можем избежать различных неприятностей, притянуть в свою жизнь положительные энергии, позитивные события и эмоции. Мы знаем, что перешел дорогу черный кот. Человек с пустым ведром, значит, ждите проблем. А если рассыпалась соль, значит, не избежать конфликтов и всевозможных ссор. А вот то, что есть народные приметы, связанные с мусором, вряд ли все об этом знают. Вы знаете, что все, что нас окружает, обладает энергетикой, и она, переплетаясь с нашей энергетикой, носит защитные функции, оберегая нас от многих неприятных вещей. Поэтому, когда вы задумаете избавиться от мусора или пищевых отходов, сделайте это правильно, чтобы не навлечь на себя негативных проблем, отвернув от себя удачу. А также не дайте возможности недоброжелательным людям, которые используют ваш мусор, чтобы не навлечь на вас беды и проблемы разного рода. Вот самые известные приметы по этому поводу. Ни в коем случае нельзя выносить мусор из дома после захода солнца. Помните, вечернее и ночное время отождествляется не только с разрушительными энергиями, но и со злыми духами, с негативом. Если это делать в такое время, то неизвестно, какого гостя вы приведете к себе в дом. Так как ваши вещи напитаны вашей энергетикой, то недоброжелатель, подобрав вашу вещь и проделав определенный ритуал, может навести на вас порчу, которая в результате разрушит вашу жизнь. Пока вы осознаете, что с вами происходит, к сожалению, время может быть упущено. Когда вы приготовили вещи, чтобы вынести их на мусор, обязательно нужно разорвать энергетическую связь их с вами. Для этого возьмите жменю соли, жменю ромашки и посыпьте эти вещи. И при этом трижды скажите следующие слова: «Связь с вами прерываю». Солью посыпаю, силой ромашки действие закрепляет то, что мне не нужно, из дома выношу, счастья и достатка, место освобожу. После этого можете выбросить ваши вещи, но опять же помните, не вечером. Но если у вас есть сильная необходимость и вы не сможете это сделать в другой день, а такие ситуации бывают, тогда зажгите свечу, разместив напротив себя вещи, которые собираетесь выбросить, или же мусор. Проведите трижды между вами и ней, и при этом скажите такие слова: «Связи между нами больше энергетической нет. Я за стеной из огня стою, а значит негатив никакой не притяну».
Когда вы это проделаете, выносите мусор, держа его в правой руке. И ни о чем не бойтесь, пожалуйста. Не используйте данный совет только в крайних случаях. Не усердствуйте и не злоупотребляйте. Также то, что вы будете выносить мусор вечером, может не понравиться и вашему домовому, так как он знает, что таким действием вы причиняете вред не только себе, но и своему дому. И, к сожалению, он может обидеться и покинуть ваш дом, а вы тем самым лишитесь покровителя. В итоге живущим в этом доме будет грозить не только нищета, но и проблемы в разных сферах их жизни, так как они лишились защиты от негативных воздействий, потеряв достаток и благополучие. Также помните о том, что нельзя никакой мусор выбрасывать из окна. Вы будете удивлены, но есть люди, которые любят это делать, при этом даже неосознанно. Например, открыли там какое-то печенье, конфету и вот именно фантик этот выбросили в окно. Помните, что окно – это место для поступления светлых энергий. Таким образом, можно перекрыть доступ денежным энергиям в вашу жизнь, а это чревато сложным материальным положением. К тому же, такой жест будет говорить о вашей неряшливости и безразличному отношению к тому, что вас окружает, что в результате будет окружать вас негативом, который день изо дня будет приумножаться и приносить вам только вред. Также, пожалуйста, объясните об этой ситуации и своим детям и внукам, чтобы они также не выбрасывали ничего из окна. Также есть еще одна народная примета, которая говорит нам о том, что при наличии в доме посуды со сколами, с трещинами, вы должны понимать, что именно через эти дефекты утекают из вашего дома деньги, счастье, здоровье, благополучие. Через трещины утекает и положительная энергия, а негатив остается. Поэтому от такой посуды нужно научиться немедленно избавляться, не думая и не жалея ни о чем. Освобождайте место, пусть не для очень дорогой, но для новой и красивой посуды, которая будет вас не только радовать, но и притягивать деньги. Это все будет окружать вас только положительными энергиями. Еще есть и другие причины, почему от такой посуды нужно избавляться. Одна из них, конечно же, эстетическая, а другая – это то, что вы привыкаете и соглашаетесь на худшее, показывая, что другого вам и не нужно, отталкивая тем самым энергии, способные что-то изменить в вашей жизни в лучшую сторону. Если вы хотите избавиться от битой посуды, то нужно ее обязательно сначала вымыть в солевом растворе. Только после этого можно вынести и выбросить, завернув перед этим в черный полиэтиленовый пакет или же в кусочек черной ткани. И не забудьте сверху посыпать щепоточку черного перца, и только тогда можете выбрасывать. И скажите обязательно следующие слова: чтобы негатив ты не собирала, по дому не распространяла, энергетическую связь с тобой посуда рву и из дома выношу. После проделанного действия ваша связь будет разорвана, и вам ничего не будет угрожать. Но обязательным нюансом является то, что выбросить ее нужно только днем и желательно в солнечную погоду. Далее, друзья, старые фотографии, документы, это, знаете, те же газеты, это все хранит в себе много информации, содержат в себе часть вашей энергии. Зачастую не всегда очень хорошие. Есть и такие, что от времени, например, фотографии пожелтели, те же журналы, где-то что-то надорвалось, замялось, и это также негативно будет сказываться на вашей жизни. То же самое касается и выцветших фотографий. Если вы решили, что всему этому не место в доме, то на отобранные фотографии, документы первым делом насыпьте буквально щепоточку соли. Пусть так это все полежит сутки. Когда время закончится, подожгите веточку полыни, окурите и при этом скажите такие слова: «Бумаги эти окурю, связь нашу разорву». После этого сожгите их и проговорите такие слова: «Это просто бумаги горят, связь с ними не имею, но огонь попрошу все плохое убрать и ко мне не подпускать». Проследите за тем, чтобы все это сгорело полностью. Если сжигали дома пепел, смойте в канализацию. Если же на улице, полейте сверху водой и уходите с этого места, не оглядываясь. Также никогда не нужно просить, чтобы выкинули вам мусор.
хотя бы вы и ваш сосед идете, например, в одном направлении. Во-первых, это будет выглядеть очень странно, и вас могут не понять, а во-вторых, как мы уже говорили, пусть это старые, ненужные вещи, мусор, но это все из вашего дома, значит, присутствует энергетика вашего дома. Когда вы совершаете такой поступок, своими руками вы отдаете это все в чужие руки, и чтобы этого не допускать, выкидывайте свой мусор сами. Так вы будете разрывать с ними связь сами. Помните об этом. Если же у вас разбилось, например, зеркало, избавиться от него нужно, соблюдая определенные правила. Если этого не сделать, то неприятные сюрпризы будут вас ожидать и в дальнейшем. От такого зеркала нужно очень быстро избавиться, но его нельзя просто так взять и выбросить в мусор, особенно в мусорное ведро, так как таким безобидным, казалось бы, действием вы можете привлечь беду в свою жизнь. Поэтому здесь очень важно придерживаться таких нюансов. Разбилось зеркало, нужно сразу обязательно 7 раз проговорить следующие слова. Нечаянно разбила, в осколки превратила, нет места негативу в доме моем. Вместе с осколками прочь унесу и навредить дому не разрешу. Не нужно осколки ни в коем случае собирать голыми руками. Для этого есть перчатки, веник, совок, дабы негатив, который зеркало могло накопить, не передалось вам. Осколки зеркала должен собирать тот, кто его разбил. Исключение, если разбил ребенок, собирает тогда мама или папа. Ни в коем случае нельзя смотреться в осколки, рассматривать их. И ни в коем случае никто не должен отражаться в этих осколках. То же касается и треснувшего зеркала. Осколки или треснувшее зеркало нужно обязательно завернуть в кусок темной ткани и вынести подальше от дома. Когда будете выбрасывать, обязательно скажите такие слова. Если что-то плохое данное зеркало излучает, то сила его за эту ткань не попадает, никому не вредит и, соответственно, негатив не распространит. Проделав это воздействие, не расстраивайтесь и не думайте о плохом. Соблюдая эти правила, вы сможете избежать негативных последствий. Далее, друзья, волосы и ногти. Это те предметы, которую вы состригаете. Здесь нужно их правильно выбросить, иначе вред может быть самым непоправимым. Волосы способны накапливать в себе тонкие энергии. Этим же свойством обладают и ногти. Если все это просто выбросить на мусорку, то и часть вашей энергии попадет туда же, принеся вам большие проблемы, которые будут вас преследовать, да и недоброжелатели, подняв это, могут использовать со злым умыслом. Поэтому ногти можно смыть в канализацию. Волосы лучше всего сжечь. Таким действием вы разорвете энергетическую связь с вами, да и использовать никто больше не сможет. Что же касается пищевых отходов, которые образуются у нас от того, что мы не можем рационально рассчитать потребность необходимых продуктов, покупаем, например, больше, готовим много, не успеваем и не можем столько съесть. Конечно же, свои привычки нужно менять, но что же делать, если продукты все-таки испортились? Существует одно правило, которое нужно соблюдать. Нельзя смешивать пищевые отходы с мусором или вещами. Иначе деньги уйдут из дома. Такие отходы нужно выносить отдельно или же отдавать животным, если они подходящие. И чтобы не сталкиваться с проблемой, куда деть продукты, не доводите их до такого состояния. Если вы видите, что приготовили больше еды, чем можете съесть, или же у вас больше продуктов накопилось, которые вам нужно в холодильнике, и вы видите, что скоро истечет срок годности, то угостите и раздайте их тем, кто в этом действительно нуждается. Хлебушек обязательно скармливайте птичкам. Вы должны помнить о том, что если будете выбрасывать хлеб в мусор, вы лишаете как себя, так и живущих в вашем доме не только благополучия, но и также материального достатка и здоровья. Если вы все сделаете правильно, то только добро и счастье будут наполнять вашу жизнь. Также запомните раз и навсегда, нельзя выбрасывать на улицу и соль, которая рассыпалась или, например, напиталась влагой, потому что это чревато потерей удачи. А также семейное счастье, отношения окажутся под вопросом. Соль, которая рассыпалась или же с которой что-то произошло, нужно всегда смывать под проточной водой.
Друзья, обязательно соблюдайте эти простые правила, которые передались нам от наших предков, и вы сможете избежать негативных последствий своей жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите там много ценной информации. Всем вам благ!